Всем привет, меня зовут Миша. Как говорят никому неизвестные блогеры, вы все меня давно просили, и я наконец-то решил это сделать. Это мой первый выпуск на YouTube. Если вдруг тут кто-то оказался случайно, немного обо мне. Я посетил более 540 футбольных матчей, 76 футбольных стадионов и был более чем в 40 странах, поэтому у меня большой опыт путешествий. Мне будет что вам рассказать. Сегодня выпуск будет про миланское дерби. Это одно из самых знаковых событий в мире футбола. Про него ходят легенды. Это будет уже 8-е мое дерби, но впервые я буду его снимать подробно. Ну, а если выпуск с дерби вам понравится, и он наберет, больше, окажется успешным, и наберет, больше 20 просмотров, то я, возможно, сниму что-то еще. Ну, ладно, меньше дома, больше действий, я отправляюсь на дерби. Я уже в пути на стадион. Вот он, обычный миланский райончик. В Милане сегодня 7 градусов и дождь. Довольно необычная погода для конца апреля. Еще недавно все были уже в футболках. Я надеялся, что дерби будет солнечным. Я буду в футболке, погода будет хорошая. Но я даже чуть-чуть простыл. Так что мой первый выпуск проходит не в самых лучших для меня условиях, не в самых благоприятных. Но, как говорится, матч состоится в любую погоду. Это принцип футбола. Ну и мой принцип, я не думаю, что меня может в чем-то остановить погода. Тем более, это далеко не самая худшая погода, на которую я ходил на футбол. Так что в этом плане, думаю, что все у нас получится. Я решил ехать на автобусе, как настоящий фанат. Вот она, типичная миланская остановка. Рекламирует что-то модное, Фенди. А это не клубный автобус Милана, но миланский автобус. Мы в него заходим. Его можно оплатить. Карту прикладываете, 2,20 и погнали. Так, фанатов Милана не видно, все уже на стадионе. Конечно же, весь автобус ехал на Сан-Сиро. Это все фанаты Интера и Милана. Просто погода не располагает быть в клубных футболках. Тут я выхожу. Мне казалось, что тут сразу вид на Сан-Сиро, но на самом деле Сан-Сиро сейчас будет за углом, вот за этим зданием. Ну что ж, вот он, легендарный Сан-Сиро на фоне миланских трамвайчиков, брендированных клубом Милана, привозящих фанатов прямо сюда. Стадион построен в 1923 году. Прошел 2 реконструкции, то есть вначале были вот эти вот части нижние, потом пристроили верхнюю трибуну, потом крышу. Было бы круто приехать чуть пораньше и снять, как команды приезжают на автобусах и болельщики их встречают. Но я же не настоящий блогер, я так учусь, поэтому я это пропустил, но может сниму как-нибудь в другой раз. Пережил 2 реконструкции, вмещает в себя 75 тысяч зрителей. И пережил 123 моих посещения. Я сегодня буду 124 раз. Вот люди кушают перед матчем. До игры час, но большинство фанатов уже внутри. Немного расскажу о билетах на дерби. Это очень желанное событие. На него супер тяжело попасть. Для того, чтобы оказаться внутри, надо быть желательно владельцем сезонного абонемента. Тогда вы без проблем попадаете. Либо, если у вас есть друг, у которого есть сезонный абонемент, может купить один билет для вас. Я вот купил билет для друга. Это стоило порядка 90 евро. И потом продавали еще билетом владельцам клубных карт, но должно было повезти его купить. Я вот знакомому, у которого клубная карта, помог купить билет за 100 евро. Это супер хорошие цены, потому что у меня товарищ купил билет у перекупщиков за 400 евро. Вот так вот он хотел на этот матч, такие цены. А было дерби в полуфинале Лиги Чемпионов, когда билеты стоили по 1000. То есть люди готовы платить много за это зрелище. Интересно, есть ли перекупщики? Обычно они педалы. Но если кто-то есть, я, может, сейчас спрошу вообще, почем билеты, реально ли зайти. Вообще, как это происходит, это будет шпионская съемка. Думаю, они не очень хотят, чтобы я их снимал, но сейчас поинтересуемся. Tickets? Sí. How much? 150. Segunda categoria. Second. Second, and what price? 150. 150, yes? No, ufficial price 130. Ufficial price. My friend, 150. 150 euros, yes? Segunda categoria. Segunda
Central. Окей, thank you. Предлагал билеты за 150 евро, но я почему-то не уверен, что я бы по ним попал внутрь, потому что у меня товарища так кинули на 700 евро на вот это вот полуфинальное дерби. Он взял билет у перекупщика, и в итоге этот билет оказался фальшивым. Так что не советую вам связываться с уличными перекупщиками. Но это тоже в кассах билетов нет. Это люди, у которых проблемы с билетами, и они это пытаются решить в так называемом кризисном центре. Потому что я думаю, что тут тоже продали много подделок и много всяких фейковых билетов. И вот люди стоят и пытаются что-то решить с этим. Кстати, должен вам сказать, что перекупка билетов в Италии это сказуемое деяние. Тут это запрещено, все билеты именные, и когда вы заходите на стадион, у вас всегда проверяют соответствие имени в билете с вашими документами. Вот сегодня будет 75 тысяч человек, у всех посмотрят их имена. Что ж, у меня есть карта фаната Милана с сезонным абонементом на ней. Это дает возможность мне попасть сегодня на этот матч без каких-то либо проблем, сложностей с билетами. Вот гейты. Вот тут вот у людей проверяют соответствие имен и билетов и их карт. Потом идет security check, чтобы вы не несли с собой воду или что-то запрещенное. Потом вы сканируете билет. И в конце вы оказываетесь на вот этом вот великолепном стадионе. Я просто понял, решил первый YouTube выпуск сделать себе, попробовать. Так что я чуть-чуть еще пишу. Посмотрите на эту огромную махину. 50 метров его высота. Вот я обычно по вот этой колонне иду на самый верх. Это позволяет мне держаться в форме. Что вы понимаете, подъем дело энергозатратное. Но оно того стоит. Оттуда великолепный вид. Тут на стене таблички с кубками, завоеванными Интером и Миланом. Это далеко не вся их коллекция. И на Сан-Сиро есть музей Сан-Сиро. Но это не сегодня. Это как-нибудь в другой раз. И вот VIP-входы, топ-лаунжи. На самый верх вы можете подняться либо по таким лестницам, спрятанным внутри этих круглых колонн, либо по вот такой вот пологой штуке, крутящей нас вверх. Конечно, тут красивее. Посмотрите на этот вид. Это окраины Милана, но все равно красиво. Там дальше видно Альпы в хорошую погоду. Вообще в нашей жизни погода многое решает. Если бы сегодня было ярко, солнечно, то этот вид намного был бы лучше. Но маем еще маемо. Вот так вот. Я уже практически на самом верху. Фанаты поют. Добро пожаловать на Сан-Сиро. Там Курва Суд, южная трибуна. Там сидят самые ярые болельщики Милана. Сегодня домашний матч Милана, то есть большинство болельщиков Милана. А слева Курва Норд. Там сидят самые ярые ультрасы Интера. И сегодня, конечно же, они все там. Эта надпись переводится как примерно «Пусть это яркое зрелище принесет вам самые сильные мучения». Почему так? Если Интер сегодня выигрывает, он станет чемпионом Италии в 20-й раз. А что может быть хуже для болельщика Милана, как в своем домашнем матче увидеть, как Интер выиграет чемпионство? Поэтому Милан сегодня будет делать все, чтобы этого не допустить. Смотрите на эту красоту. Если Интер выигрывает этот матч, он получает вторую звезду на эмблему за 20 чемпионств в чемпионате Италии. Говорят, что интеристы кусок дерьма. Ну, это принято так в Италии обращаться к своим соперникам на футболе.
была минута молчания на 75 тысяч человек. Ну а теперь этот стадион не замолчит ни на минуту. Что ж, вы сами видите эту сумасшедшую атмосферу дерби. Фанаты не утихали ни на минуту во время матча. Интер ведет 0-1. Эти парни приближаются к исторической победе для их клуба, которая принесет им вторую звезду. Атмосфера невероятная, футбол открытый, атакующий. В общем, ждем огня во втором тайме. И пока что 0-1. Второй гол от Интера, приближающий их к чемпионству. Исторический момент. Интер в 20-й раз стал чемпионом Италии, выиграв дерби у Милана на Сан-Сиро. Самые колонны, которые многие снимают, потому что кажется, что это спираль крутится, а не Ну что ж, это был по-настоящему исторический матч. Интер выиграл свое 20-е чемпионство в истории, получил вторую звезду на свою эмблему. Это было невероятно. Сан-Сиро, празднование при своих болельщиках. Просто вау. Атакующий, открытый футбол, 3 гола, 3 красные карточки. В общем, я надеюсь, что матч вам понравился. Вот это Артур. Я живу в 4 километрах от Сан-Сиро, а он живет в 4000 километрах от Сан-Сиро. Но при этом я искренний, настоящий фанат Интера. Уже супер много лет. Я думаю, что он болеет за Интер поболее, чем я. Он в прошлом году, кстати, пытался попасть на дерби, но был кинут суровыми перекупщиками на 700 евро. Но в этом году, я думаю, что он сполна вознагражден. И он пережил, находился на стадионе в этот исторический момент. Артур, что ты думаешь об этом матче? Интер, вторая звезда. Ну, со второй попытки я попал на этот матч, замечательный. Тем, наверное, слаще победа, вторая звезда. Я не знаю, что важнее, финал Лиги Чемпионов или вторая звезда, но это прекрасное ощущение. И это втройне прекрасно победить на поле, когда хозяин поля Милан. Вот Потому они. что Милан был очень зол, а Интер был очень рад. Вот они, искренние эмоции фаната Интера. Матчевые шарфы уже все раскупили, уже символика Интера с 2 звездами. И что удивительно, не получается найти матчевый шарф для ребят, потому что просто все sold out. Скорость работы. Вот только Интер стал чемпионом, сразу все с 2 звездами готово. Празднования продолжаются. Какой красивый ракурс. Вот Артур, как настоящий фанат Интера, за 20 евро приобрел шарф с 20-м чемпионством Интера. Да, Атрибутика наготове. Такой вот шарф, очень легкий.
Ну, очевидно, стоит он гораздо меньше, чем 20 евро, но ценность его крайне велика. Блин, я не знаю, что сказать. Все. Мы практически возле Курвы Норд, трибуны фанатов Интера. Уже празднуют. Чемпионы Италии. Фанаты продолжают праздновать. Именно так сейчас выглядят большинство автомобилей в Милане. Сейчас планирую поехать на Дуомо, снять празднование там. Изначально думал, что буду ехать на трамвае с фанатами. Но жизнь такая, придется ехать с друзьями на BMW. Ситуация на дорогах Милана. Все едут праздновать на Дуомо. Все машины в символике, люди с флагами. Приближаемся к Дуомо. Праздновать с фанатами Интера. Уже несется салют. Точнее, правильно бы сказать, все еще несется салют. Потому что уже час ночи. Уже 2 часа как празднуют. Смотрите, парень вошел не в ту дверь. Что ж, вот галерея. А вот черно-синий Дуомо. И все люди уже 2 часа как празднуют и не собираются останавливаться.
тебя, что ты об этом всем думаешь? Со второй попытки попал на миланское дерби. И оно того стоило, наверное. Это, наверное, главное миланское дерби в истории. И приезжайте в Милан и попробуйте его увидеть таким же крутым, как сейчас. Если у вас получится увидеть все это, вы будете самыми счастливыми людьми, такими же, как я. Потому что Интер — это великая команда. В этом городе есть вторая, равно великая ей команда. Но сегодня Интер доказал, что именно это главный клуб Милана. Спасибо, что досмотрели до этого момента, мне приятно. Должен признаться, выпуск мне и самому понравился, поэтому я решил, что я буду снимать еще. Но это реально очень трудное и время затратно, я уже не говорю про все остальное. Поэтому хотелось бы попросить вас о какой-то поддержке, там, как говорят блогеры, палец вверх, подписка. Поделитесь, если вдруг вы знаете кого-то, кому это будет интересно. Потому что хотелось бы, чтобы это кто-то смотрел, раз я уже трачу на это свои усилия. Ну и должен вам сказать про силу интернета. Не знаю, как будет с Ютубом, но Инстаграм я буду продолжать вести. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на Инстаграм. И интересная история. Вот Артур, который в выпуске, мы с ним познакомились в Инстаграме. Он как-то случайно меня нашел, увидел мой контент, подписался, написал мне, что он фанат Интера. После чего мы стали общаться. И это все переросло, что мы потом вместе посетили 6 футбольных матчей. И достаточно неплохо провели время, потому что у нас общие интересы. Мы оба любим футбол, Интер, и вообще с ним приятно было общаться. Так что, если у вас есть какие-то комментарии, во-первых, напишите тут под видео, как вам это было, и это продвигает видео. И мне интересны любые ваши мысли, даже если вдруг вам не понравилось. Скажите, что не понравилось. Если понравилось, скажите, что понравилось. В целом, может, какие-то ваши пожелания. Ну и оставайтесь на связи. Еще раз всем спасибо.